Недавно нашла свой старый блокнот на кольцевом механизме. Выбросить жалко, поэтому решила переделать вот в такой, возможно, немного помпезный экземпляр. Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. Сначала снимаю кольцевой механизм. Потом, когда я обновлю обложку, поставлю его на место. Из хлопчатобумажной грубой ткани вырезаю кусок по размеру больше размера обложки, примерно на 3 см по каждой стороне. С помощью густого строительного клея ПВА приклеиваю ткань на обложку. С лицевой стороны обложку промазываю клеем, а затем укладываю ее на ткань, которую потом аккуратно расправляю. Вдавливаю ткань по линиям сгиба обложки, чтобы в дальнейшем не было сильного натяжения ткани, когда блокнот будет в закрытом виде. Теперь приклеиваю поочередно две длинные стороны. На коротких сторонах сначала подрезаю уголки, не доходя до сгиба примерно 7 мм. Смазываю клеем уголки и всю сторону. Подворачиваю под угол, а затем подклеиваю припуск всей стороны. Хорошо расправляю уголки, чтобы они были ровными и красивыми. Точно так подклеиваю и противоположную сторону обложки. Теперь обложку окрашиваю акриловой краской черного цвета. Покрываю краской и внутреннюю сторону. Даю время краске высохнуть. Из пивного картона толщиной 1 мм вырезаю прямоугольник, размер которого меньше размера лицевой стороны обложки на 5 мм по каждой стороне. Теперь произвольным способом вырезаю у прямоугольника середину. Внутренний край еще и обрываю, добиваясь неровного рваного края. Текстурной акриловой пастой покрываю лицевую сторону обложки, создавая неровную, хаотичную структурную поверхность. Пасту наношу на участок, который вписывается в рамочку. Рамку приклеиваю на обложку. И по краям рамки замазываю пастой незатронутые участки. Внешний край рамки окрашиваю черной акриловой краской. И теперь приступаю к раскрашиванию внутреннего фона обложки.
Использую акриловые краски синих и коричневых тонов. С помощью силиконовых молдов и двухкомпонентного жидкого пластика делаю фигурки монет, ракушек, цепей, якоря и щупальцев осьминога. Готовые фигурки окрашиваю акриловыми красками. Пока не высохла краска на щупальцах осьминога, влажной салфеткой слегка снимаю краску на выступающих элементах, присосках щупалец. Теперь акриловой краской черного цвета, хорошо разбавленной водой, придаю состаренный вид монетам, цепям, а также выделяю структуру фигурок щупалец.
Краску наношу на фигурки, а затем с помощью салфетки убираю лишнюю влагу. Готовые фигурки приклеиваю на обложку. Стеклянные акриловые шарики смешиваю с лаком и полученную смесь добавляю в декор обложки. Этот лак, несмотря на то, что он сейчас белый, после высыхания станет прозрачным. После высыхания лака, добавленного в стеклянные шарики, акриловыми красками синего и голубого оттенков добавляю цветовые пятна в композицию. Краской бирюзового цвета дополнительно добавляю эффект состаренности монетам. Краской с эффектом металлик бронза сухой жесткой кистью прохожусь по всем краям обложки. Когда краска высохла, всю обложку покрываю прозрачным акриловым лаком.
На обложке будет располагаться надпись вот в такой металлической рамочке. Надпись я распечатала на принтере. А для лучшей сохранности надпись сверху покрываю прозрачным акриловым лаком. Надпись наклеила на картон и вырезала по контуру. Предварительно вклеиваю надпись в рамочку. С помощью братцев, а это гвоздики с раздвоенной ножкой, закрепляю рамочку на обложке. С обратной стороны гвоздики заклеила кружками из бумаги. Внутреннюю сторону обложки заклеиваю листами декоративной бумаги. В тех местах, где обложка сгибается, провожу линии сгиба и на бумаге, слегка вдавливая ее внутрь. С помощью вот таких блочек, они еще называются хольнитенами, ставлю пружинный механизм на место. Если вам понравилась моя переделка, можете поддержать меня лайком, а мне будет приятно. Спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.